Всем привет, меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Зи Handmade. Представляю вашему взору лягушку Зизи Фанфан, которую я связала на основании лягушки Лала Фанфан и основываясь на вашем выборе. Делая опрос в сообществе на YouTube, не у всех, к сожалению, открылись фотографии. Покажу здесь тех двух лягушек, по которым я делала опрос. Вот одна лягушка Лала Фанфан и вот другая. Большинство из вас проголосовали за вязание вот такой лягушки. Я ее связала, но, как говорится, на свой лад, хотя изначально планировала вязать точь-в-точь. Но когда я связала нижние лапки закругленными стопами, то поняла, что это лапки не лягушки, а медведя. И поэтому решила связать лапки трапециевидной формы и, по-моему, не прогадала. А вы что скажете? Жду ваших комментариев на этот счет. И мне сразу на эти лапки захотелось надеть тапки. Тут же пришла идея связать пляжную лягушку. И уже в самом конце вязания лягушки я вспомнила, что в прошлом году для украшения елки я покупала вот такие маленькие короны. И лягушка стала сказочно пляжной, царевна пляжа. Я очень надеюсь, что лягушка в моем исполнении вам придется по душе, и вы вместе со мной свяжете вот эту лягушку-подружку. Можно связать и друга, связав пляжные тапочки, и пляжные шорты можно связать на основании вот этого мастер-класса. Ссылочку на это видео и на какой минуте его смотреть я укажу в описании под этим видео. И еще в описании под этим видео есть ссылочка на вот это мое короткое видео о том, каким способом вязания крючком и крючком вязать так, чтобы размеры ваших вязаных изделий совпадали с размерами моих изделий. Ну а далее мастер-класс по вязанию лягушки Зизи Фанфан. Всем волшебного вязания крючком. Вяжем верхние лапки, ручки. Итак, берем плюшевую пряжу в цвет лягушки, основной крючок и набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 4. И в крайнюю петлю провяжем 3 столбика без накида. 1 столбик без накида, туда же 2 столбик без накида и туда же 3 столбик без накида. И далее по второй стороне цепочки вяжем то же самое. Я тут уже крючком меньшего размера себе подхватила стеночку петли, которые пока были не задействованы в вязании. Итак, вяжем 4 столбика без накида, 1, 4. И теперь 3 столбика без накида в одну петлю мы провяжем за стеночку 6 воздушной петли. Вот она тут крайняя, она так выпирает хорошо. Итак, вяжем за эту стеночку петли 3 столбика без накида. Провязали. И вот в этом ряду с двух сторон все петельки считаем. Итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд второй. Далее вязание уже будет за обе стеночки каждой петли. И вяжем так: 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну прибавку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Далее вяжем 1 столбик без накида. Далее еще одну прибавку. Далее вяжем 4 столбика без накида. 1, 4. И здесь мы также вяжем одну прибавку. Далее 1 столбик без накида и еще одну
прибавку. Итоговое количество петель во втором ряду у нас должно получиться 18. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 18 столбиков без накида. С 3 ряда по 6 ряд включительно. Провязали следующий ряд 7. В этом ряду вяжем так: 7 столбиков без накида, 1, 2 и 7. Далее вяжем одну убавку, провязываем 2 петли вместе. При вязании пряжи Alize Softy Plus я эти петли провязываю за обе стеночки каждой петли. При вязании плюшевой пряжи Himalaya Dolphin Baby убавку я вяжу за передние стеночки 2 петель. Вот так вот их подхватываю, далее протягиваю рабочую нить и провязываю убавку. А при вязании этой пряжи я делаю так: завожу крючок в первую петлю, протягиваю рабочую нить, завожу крючок во вторую петлю, протягиваю рабочую нить, на крючке 3 петли, провязываю их вместе. И такую комбинацию повторим еще один раз. Вяжем 7 столбиков без накида плюс 1 убавка. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 16. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд вяжем без изменения. 16 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 9. В этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида, 1, 2, 6. Далее вяжем одну убавку. И такую комбинацию повторим еще один раз. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 14. Провязали, и теперь вот эту вот часть ручки наполним наполнителем. Наполняем средней плотности. Далее ручку наполнять наполнителем не будем, то есть наполнена будет только ладошка. Продолжаем наше вязание. Следующие 13 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 14 столбиков без накида. С 10 ряда по 22 ряд включительно. Провязали. Далее складываем наше вязание пополам и вот эти 2 ряда провяжем вместе. Провяжем 6 столбиков без накида. Но прежде чем я это сделаю, я провяжу 2 лишних столбика для того, чтобы вязание сложилось равномерно. Если я этого не сделаю и провяжу эти 2 ряда, то у меня получится скрученное полотно. Вам тоже, вы смотрите по своему вязанию, и возможно вам тоже понадобится провязать 2 лишних столбика без накида, либо же 1, либо же кому-то вообще наоборот понадобится распустить 1-2 столбика, или же кому-то вообще ничего не нужно будет делать, и все и так будет равномерно. Почему такая разность встречается? Встречается это при вязании плюшевой пряжи. Из-за того, что у нас может с вами отличаться натяжение рабочей нити. Кто-то натягивает рабочую нить слабо, кто-то сильно. Я натягиваю сильно, поэтому вязание у меня достаточно плотное. Итак, вяжу 2 лишних столбика без накида. Складываю вязание пополам и провязываю вместе. Провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6 столбик без накида. Желательно провязать его крючком меньшего размера, чтобы он был более аккуратным. На конце у нас 3 петли. Заводим крючок сначала в 2 петли, которые друг напротив друга, протягиваем сквозь них рабочую нить. Далее заводим крючок в крайнюю беспарную петлю, сквозь нее тоже протягиваем рабочую нить. На крючке 3 петли, провязываем их вместе. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь
ручки. Маркер тоже можно уже вытащить. Одна ручка, верхняя лапка готова, вторую вяжем точно так же. Вяжем нижние лапки, ножки. Берем плюшевую пряжу в цвет лягушки, основной крючок и набираем 11 воздушных петель. 1, 2, 10, 11. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 9 и в крайнюю петлю провяжем 2 столбика без накида. Провяжем одну прибавку. Далее по второй стороне цепочки вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 9 и в крайнюю стеночку петли, стеночка от 11 воздушной петли, в нее мы провяжем одну прибавку, 2 столбика без накида. И итоговое количество петель в первом ряду у нас должно получиться 22. Новый ряд можно отметить маркером. Далее вяжем за обе стеночки петель и вяжем 5 рядов без изменения. В каждом ряду по 22 столбика без накида. Со второго ряда по 6 ряд включительно. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, 7. В этом ряду вяжем так: 9 столбиков без накида. 1, 2, 8, 9. Далее вяжем одну убавку. И такую комбинацию повторим еще один раз. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 20. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 20 столбиков без накида. С 8 ряда по 12 ряд включительно. Провязали, новый ряд отметили. Далее вывяжем пятку. Для начала в первую петлю нового ряда, 13 ряда по счету, провяжем соединительную петлю. Провязали. Далее наше вязание разворачиваем и рабочую нить заводим под крючок. Вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Далее в следующую петлю вяжем соединительную петлю. Соединили, разворачиваем вязание, рабочую нить заводим под крючок. Вяжем 6 столбиков без накида. Это мы с вами вяжем второй ряд пятки. 1, 2 и 6. Далее берем крючок меньшего размера и вот в этом месте заводим крючок, протягиваем рабочую нить и эту петлю, рабочую нить, надеваем на основной крючок. Далее во вторую петлю 13 ряда провяжем соединительную петлю. Провязали, разворачиваем вязание, рабочую нить заводим под крючок. Далее будет третий ряд пятки. Вяжем 6 столбиков без накида. 1,
2 и 6 столбик без накида. Здесь также вот в этом месте заводим крючок, протягиваем рабочую нить. Это мы делаем для того, чтобы при наполнении наполнителем в этих местах не образовались ненужные нам отверстия. Спускаемся чуть ниже, ниже протяжки, и в следующую петлю провязываем соединительную петлю. Вязание разворачиваем, рабочая нить под крючок. Далее вяжем 6 столбиков без накида. Это будет 4-й ряд пяточки. 2 и 6 столбик без накида. Далее делаем вот в этом месте протяжку рабочей нити. И в следующую петлю провязываем соединительную петлю. Разворачиваем вязание, рабочая нить под крючок. Вяжем 5-й ряд пятки. Вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6 столбик без накида. Здесь также делаем протяжку рабочей нити. В следующую петлю соединительная петля. Вязание разворачиваем, рабочая нить под крючок. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Делаем в этом месте протяжку. Это предпоследняя протяжка. Далее в следующую петлю заводим крючок, протягиваем рабочую нить. На крючке 3 петли, провязываем их вместе, вяжем 7 столбик без накида. Далее вяжем 8 столбик без накида, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 столбик без накида. Итак, теперь новый ряд будет у нас начинаться вот в этом месте, поэтому маркер с этой стороны вынимаем и переставляем сюда. 5 рядов пяточки по счету мы не считали, они как бы идут отдельно, поэтому далее продолжаем. Это мы с вами провязали, довязали 13 ряд. Далее вяжем 14 ряд. Для начала вот в этом месте мы сделаем протяжку рабочей нити. Это будет последняя протяжка. Протянули. И вот она, первая петелечка. Заводим крючок, протягиваем рабочую нить. На крючке 3 петли, провязываем их вместе. И в ту же первую петлю провяжем еще 1 столбик без накида. Сделаем прибавку. Далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Далее вяжем еще одну прибавку и до конца ряда вяжем 6 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 16. Провязали, новый ряд отметили. За кадром я перевязала это 14 ряд, потому что у меня одна петля затерялась. Сейчас все в порядке. И за кадром стопу ножки я наполнила наполнителем средней плотности.
Далее продолжаем наше вязание. Следующие 12 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 16 столбиков без накида. С 15 ряда по 26 ряд включительно. По ходу вязания наполняем ножку наполнителем. Наполняем слегка, не сильно плотно. Провязали, по ходу вязания наполнили ножку наполнителем не сильно плотно и продолжаем дальше наше вязание. Следующий ряд 27. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 20. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 28. Этот ряд вяжем без изменения. 20 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 29. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Далее вяжем 1 прибавку. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 30. Этот ряд вяжем без изменения. 24 столбика без накида. Провязали, дозаполним ножку наполнителем совсем чуть-чуть, так вот слегка. И теперь складываем наше вязание пополам. Маркер можно уже убрать. И 2 вот эти вот ряда провяжем вместе. Вы же смотрите по своему вязанию. Здесь также, возможно, понадобится провязать лишних 1-2 столбика или наоборот распустить, чтобы все равномерно сложилось, чтобы вот было вот так вот ровно посередине ножки вот этот вот шов. Итак, сложили пополам и провяжем вместе. Эти 2 ряда провяжем 11 столбиков без накида. Три, 4 и 11 столбик без накида провяжем крючком меньшего размера. Здесь также на конце 3 петли. Нам их нужно будет провязать все вместе. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик прячем вовнутрь ножки. Одна ножка, нижняя лапка у нас готова. Вторую вяжем точно так же. Вяжем туловище и голову одной деталью и по ходу вязания вяжем ножки и ручки. Берем плюшевую пряжу в цвет лягушки, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. Новый ряд можно отметить маркером. Это мы с вами провязали первый ряд, следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 8 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида, и итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд третий. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда.
Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали следующий ряд второй. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 32. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд пятый. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 прибавка. Так вяжем до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 40. Провязали, новый ряд отметили, следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 40 столбиков без накида, с 6 ряда по 10 ряд включительно. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 11, и в этом ряду будем ввязывать ножки. Итак, берем одну ножку и прикладываем вот таким вот образом. В эту сторону будет смотреть ножка, это будет лицевая сторона игрушки. И сзади вот остается маркер. Итак, теперь ножку и туловище провяжем вместе, провяжем 11 столбиков без накида. Один, два и 11 столбик без накида. Далее по туловищу вяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 9. Берем вторую ножку, прикладываем к туловищу и тоже провязываем вместе с туловищем, провязываем 11 столбиков без накида. Провязали, и до конца ряда вяжем 9 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 40 столбиков без накида, с 12 ряда по 15 ряд включительно. Провязали, следующий ряд 16. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3 плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 32. Провязали, новый ряд отметили, следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 32 столбика без накида, с 17 ряда по 21 ряд включительно. Провязали, следующий ряд 22. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида и плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним туловище игрушки наполнителем. Наполняем достаточно плотно, но в то же время соблюдаем меру, чтобы игрушка не получилась каменной и тяжелой.
Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 23. В этом ряду будем ввязывать ручки. Для начала вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее берем одну ручку, прикладываем к туловищу. Если надо, помогаем себе крючком меньшего размера. И ручку с туловищем провязываем вместе. Провяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6. Далее по туловищу вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Берем вторую ручку, прикладываем к туловищу и также вместе с туловищем провязываем 6 столбиков без накида. Провязали и до конца ряда вяжем 3 столбика без накида. Отмечаем новый ряд. Возможно, вам придется самостоятельно вязать ручки равномерно. Это все может быть из-за того, что мы вяжем плюшевой пряжей, и у нас, возможно, с вами может отличаться натяжение рабочей нити. Поэтому вы этого не пугайтесь, такое встречается. Просто сейчас расскажу, как разместить ручки. Разместить ручки так вот, ориентируясь по нижней лапке, чтобы это было вот так вот ровно посерединочке. И между ручками расстояние должно быть и спереди, и сзади 6 петель. Вот. Так что посмотрите по своему вязанию и равномерно вяжите, если это надо, самостоятельно, все высчитав. Итак, продолжаем наше вязание. Следующий ряд 24. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали. Следующий ряд 25. Этот ряд вяжем без изменения. 16 столбиков без накида. Провязали. Следующий ряд 26. В этом ряду вяжем 16 прибавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 32. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 27. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 28. И в этом ряду вяжем такую комбинацию. 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 прибавка. Так провяжем до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 60. Провязали. Следующие 6 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 60 столбиков без накида. С 29 ряда по 34 ряд включительно. Провязали. Следующий ряд 35. В этом ряду вяжем так. 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. Далее вяжем 1 убавку. И так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 54.
Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 36. Этот ряд вяжем без изменения, 54 столбика без накида. Провязали, следующий ряд 37. В этом ряду вяжем так: 7 столбиков без накида, 2, 7. Далее вяжем одну убавку. И такую комбинацию повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 38. Этот ряд вяжем без изменения, 48 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 39. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 6 столбиков без накида, 2, 6. Далее вяжем одну убавку. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, следующий ряд 40. Этот ряд вяжем без изменения, 42 столбика без накида. Провязали, следующий ряд 41. В этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида, 2, 5, плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 42. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 3, 4, плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним голову игрушки наполнителем. Стараемся наполнять наполнителем так, чтобы основная часть наполнителя она шла в ширину, чтобы у нас голова получилась широкой формы, а не высокой. И как наполнять игрушку наполнителем так, чтобы голова была устойчивая, я подробно говорю и показываю вот в этом видео. Ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео. Заканчиваем вязание головы по схеме, которая указана на экране. И в конце вязания рабочую нить протягиваем, отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Маркер удаляем. Как я это делаю, я подробно показываю в вязальной видео шпаргалочки. Ссылочка на это видео в описании под этим видео. Вяжем основание для глаз. Берем плюшевую пряжу зеленого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. Провязали мы с вами первый ряд. Новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 7 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель у нас должно получиться 14. Провязали, следующий ряд третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 1 столбик без накида плюс 1 прибавка.
Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 21. Провязали. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 21 столбик без накида. С 4 ряда по 7 ряд включительно. Провязали. Далее вяжем соединительную петлю и рабочую нить протягиваем, оставляю небольшой хвостик. Этот хвостик можно оставить подлиннее, рассчитать так, чтобы хватило на пришивание основания глаза к голове игрушки. Но мне удобнее это делать отдельной нитью, поэтому я рабочую нить на данный момент отрезала и вот так вот хвостик прячу вовнутрь основания глаза. И основание для второго глаза вяжем точно так же. И далее фиксируем глазки между 6 и 7 рядами на расстоянии, если вот отталкиваться от соединительной петли, от нее отталкиваемся и считаем 1, 2, 3, 4, 5 петель. Почему именно так предлагаю фиксировать? Потому что у нас вязание спиральное, без воздушных петель, без петель подъема, поэтому вот здесь у нас было начало ряда, и здесь у нас вязание идет ниже, а далее поднимается наверх. И вот та часть, которая поднимается наверх, когда мы вот так вот переворачиваем наше вязание, чтобы оно было на задней стороне, а это передняя сторона, так она гармонично ляжет на голове игрушки, и потом вот это все хорошо пришьется к голове игрушки. И далее, еще я ножку глаза припалила огнем, придавила. Это для лучшей, для гарантированной фиксации. А вторую ножку я тоже начала уже припаливать, потом решила показать вам, потому что некоторые из вас не знают, как это делается. Есть совсем новички в вязании, поэтому показываю. Припаливаем вот так вот огнем, смягчаем эту ножку. И потом зажигалкой вот так ее придавливаем. Можно не зажигалкой, можно чем-нибудь другим. Только будьте осторожны при работе с огнем. Все. Вот так. Далее еще слегка наполним наполнителем. Не сильно плотно. Немножечко так, чтобы был объемчик. И еще хотела обратить ваше внимание на вот этот вот край. Следите за тем, когда будете фиксировать глазки, чтобы этот край не ушел между глазом и крышечкой глазом, чтобы он там не утонул. Потому что вот эта вот петелечка еще понадобится для того, чтобы пришивать основание глаза к голове игрушки. И пришиваем все это швейной иглой с большим ушком. Можно такой же пряжей, что и игрушка вязалась, либо же швейную нить в цвет можно использовать. И да, для этой игрушки я использовала глазки на безопасном креплении черного цвета, размер, если я не ошибаюсь, это 12 миллиметров. А для первой игрушки я использовала глазки блестящие на безопасном креплении, зеленые, размер 14 миллиметров. Итак, основание глаз с глазками я уже пришила к голове игрушки. Вот так это все выглядит. Для удобства я фиксировала каждое основание глаз вот такими вот пластиковыми иголками. Вот так вот. Вот таким вот образом. И потом пришивала. И вторую сторону точно так же. И расстояние вот в этом месте на макушке 4,5-5 сантиметров. Далее вышьем улыбочку и носик. Берем для этого неплюшевую пряжу черного цвета, складываем ее вдвое, чтобы улыбочка хорошо просматривалась, и заводим иглу на несколько рядов выше от того ряда, где будет расположена улыбочка. Улыбочка будет расположена в 34 ряду. И выводим иглу в 34 ряду. Здесь оставляем небольшие хвостики. И теперь вот так вот ровно посерединочке захватываем с внутренней стороны столбик. Сделаем захват с наружной стороны. Это как бы мы фиксируем улыбочку. И теперь
Заведем иглу вот в этом месте. Далее пропускаем 3 ряда. 1, 2, 3. И в четвертом ряду вышьем носик. И вышиваем носик, а точнее ноздри на расстоянии друг от друга 2-3 столбика. Вяжем топик, двухцветный топик. Для начала берем основной цвет плюшевой пряжи, у меня это белый, основной крючок и набираем 49 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 48, 49. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 48 столбиков без накида. И провяжем так 2 ряда. Провяжем 1 ряд 48 столбиков без накида. В конце ряда провяжем воздушную петлю, петлю подъема, развернем вязание и провяжем еще один ряд 48 столбиков без накида. Итак, провязали 2 ряда, в каждом ряду по 48 столбиков без накида. В конце второго ряда воздушную петлю не вяжем, последний столбик без накида слегка распустим. На нем мы будем переходить к дополнительному цвету. У меня это на этот раз будет такой вот бледно-голубой. Итак, берем пряжу дополнительного цвета, довязываем последний столбик без накида второго ряда. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И следующий ряд также вяжем без изменения 48 столбиков без накида. И в конце этого ряда также последний столбик без накида 48 не довяжем до конца, на нем перейдем, вернемся к основному цвету пряжи. Итак, последний столбик голубого цвета довязываем белым цветом. Отсюда я основную пряжу отрезала и добавляю в этот край. Довязали. Далее вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд по счету четвертый. Этот ряд вяжем также без изменения 48 столбиков без накида. Провязали, в конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд пятый. В этом ряду вяжем так: 6 столбиков без накида, 1, 2, 6. Далее вяжем одну убавку. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 42. В конце ряда последнюю убавку не довязываем до конца, на ней мы будем переходить к дополнительному цвету. Итак, вяжу последнюю убавку в этом ряду и не довязываю ее до конца. Подхватываю пряжу, заметьте, я ее тут не отрезала дополнительного цвета, и довязываю эту убавку. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд шестой, этот ряд вяжем без изменения 42 столбика без накида. В конце ряда последний 42 столбик без накида не довязываем до конца, на нем мы будем возвращаться к основному цвету, к белому. Итак, провязали, сделали переход цветов. Следующий ряд по счету седьмой. В этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида, 1, 2, 5. Далее вяжем одну убавку. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 36.
Провязали, в конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд, 8-й, этот ряд вяжем без изменения, 36 столбиков без накида. Провязали, в конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд 9, и в этом ряду вывяжем лямочки топика. Для начала провяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6-й столбик без накида не довязываем до конца. И для того, чтобы у нас лямочки были более плотными, берем второй конец пряжи, в моточке находим. Если не можете найти, то ничего страшного, можно добавить и не плюшевую пряжу, подобрать в цвет, либо же можно добавить дополнительного цвета. И будем вязать двойной нитью. Итак, добавляем вторую нить и вяжем 6-й столбик без накида, то есть довязываем его. Далее вяжем 10 воздушных петель двойной нитью. 1, 2, 10. По полотну вязания отсчитываем, пропускаем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в 7-ю петлю вяжем сначала двойной нитью, не довязываем до конца. Далее основную нить подхватываем и довязываем столбик без накида. Далее нам по полотну вязания нужно будет провязать еще 11 столбиков без накида. Этот мы провязали первый. Всего нужно провязать 12. Первый мы провязали, вяжем еще 11 столбиков без накида. И здесь также 12 столбик без накида, не довязываем его до конца. Берем пряжу для плотности лямочек, добавляем и далее вяжем двойной нитью. Довязываем 12 столбик, далее вяжем 10 воздушных петель. 1, 2, 10. По полотну вязания. Так, смотрим, что тут ничего не скрутилось. По полотну вязания отсчитываем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7-ю петлю вяжем, не довязывая, столбик без накида. Не довязали, подхватываем основную нить и довязываем этот столбик без накида. И до конца ряда нам нужно провязать еще 5 столбиков без накида. Всего здесь должно быть 6 столбиков без накида. Один мы уже провязали. Вяжем еще 5 столбиков без накида до конца ряда. Провязали, далее вяжем обвязку по краю, по бокам и по нижнему краю столбиками без накида. И потом уже будет удобно в эту обвязку спрятать все хвостики. И в процессе обвязки с одного вот на одном боку можно еще сформировать петли для пуговиц. Итак, здесь мы провяжем один столбик без накида. Далее вот так вот вытянем слегка пряжу. И вот здесь вот сформируем петелечку нужной длины для пуговицы. Здесь вот так вот вытянем.
Придерживаем эту петлю пальцем, чтобы она не стянулась, и провязываем столбик без накида. Далее вяжем еще один столбик без накида, и ту петелечку мы сейчас еще протянем. Так. И теперь стараемся так протянуть петелечку за каким-нибудь столбиком. Если ее неправильно протянуть, то она распустится и распустит столбик без накида, который мы провязали. Все, протянули ее на наружную сторону, продолжаем обвязку и вывяжем еще одну петелечку для второй пуговицы. Провязали. Наверное, еще одну петлю, еще один столбик без накида провяжу. Теперь можно формировать вторую петелечку. Вяжем столбик без накида. И еще. Теперь эту петелечку нужно протянуть на лицевую сторону. Вот такие вот петелечки две у нас получились для пуговиц. И если хотите, чтобы вот этот вот край был здесь заостренный у топика, то в ту же петлю вяжем еще один столбик без накида за стеночку петли. Если этого не сделать, то этот край слегка закруглится. И продолжаем обвязку по нижнему краю, вяжем столбики без накида. Здесь мы вяжем за стеночки петель, которые в самом начале вязания у нас остались на данный момент не задействованными в вязании. Сейчас мы их все задействуем. Провязали, заканчиваем обвязку по краю соединительной петлей. Далее все хвостики пряжи завязываем, некоторые между собой на узелочки, некоторые фиксируем на стеночках любых подходящих петель, лишнее отрезаем, протягиваем между столбиками, и еще края всех кончиков я зафиксировала горячим клеем. Пришиваем пуговички, и топик полностью готов. Далее свяжем обувь, пляжные тапочки. Берем плюшевую пряжу в цвет подошвы и основной крючок. Вяжем 10 воздушных петель. 1, 2, 10. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8. В крайнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 1 столбик без накида, туда же второй столбик без накида и туда же третий столбик без накида. Теперь по второй стороне цепочки также вяжем сначала 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. И теперь вот в эту крайнюю стеночку петли от 10 воздушной петли в нее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязали первый ряд. Новый ряд можно отметить маркером. А в первом ряду
Итоговое количество петель у нас должно получиться 22. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем так. Вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 8. Далее вяжем 3 прибавки подряд. Первая прибавка и третья прибавка. И до конца ряда повторим такую же комбинацию. Вяжем 8 столбиков без накида плюс 3 прибавки подряд. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 28. Провязали. Следующий ряд третий. В этом ряду вяжем так: 8 столбиков без накида, 2, 3, 8. Далее вяжем 6 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Повторим так 6 раз. И такую комбинацию 8 столбиков без накида плюс 6 прибавок подряд повторим еще один раз до конца ряда. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 40. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд четвертый, и в этом ряду нам нужно будет сделать 2 убавки ровно посерединочке с этого края и 2 убавочки ровно посерединочке с этого края. Вяжем для начала 12 столбиков без накида. 1, 2, 12. Далее вяжем одну убавку и вторую убавку. Теперь, чтобы здесь нам дойти до серединочки, вяжем 16 столбиков без накида. 1, 2, 16. Теперь здесь мы вяжем 2 убавки подряд. Первая убавка, вторая убавка, и до конца ряда вяжем 4 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 36. Провязали. Маркер можно уже убрать. Заканчиваем вязание соединительной петлей. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь подошвы, предварительно его зафиксировав узелочком на любой подходящей стеночке петли. А для чего мы сделали вот эти вот убавочки? Для того, чтобы подошву вот так вот не выворачивала. Далее вяжем верх тапочка, он будет двухцветным. Для начала берем пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 16 воздушных петель. Вот это вот начальный хвостик можно оставить подлиннее, им потом мы будем фиксировать вверх к подошве. Итак, вяжем 16 воздушных петель. 1, 2, 16. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 15 столбиков без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем еще один ряд 15 столбиков без накида. Провязали 15 столбик без накида второго ряда, не довязываем его до конца, довязываем дополнительным цветом. Довязали, вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд третий, этот ряд вяжем без изменения 15 столбиков без накида. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя
небольшой хвостик. И далее этот верх тапочка фиксируем на подошве, фиксируем с каждого края на 4 петлях. Вот я здесь уже сделала с одного края, с которого были хвостики пряжи, белую часть я зафиксировала на 3 петлях, и на 4 петелечке я зафиксировала уже голубым цветом, голубым хвостиком. А с этой стороны я уже буду фиксировать отдельной белой пряжей на 3 петелечках, и на 4 петли я зафиксирую голубым хвостиком. Все эти хвостики потом протяну на внутреннюю сторону, завяжу на узелочки, отрежу лишнее и зафиксирую еще горячим клеем. А вот здесь вот расстояние можно оставить одинаковое количество, и с этой стороны 14 петель, и с этой стороны 14 петель, либо же наоборот, как бы уменьшить. Здесь наоборот оставить 15, здесь 13. Замеряйте на ножке своей игрушки и уже от этого отталкивайтесь. Итак, 2 пляжных тапка лягушки полностью готовы. За кадром, когда я вязала второй тапок, я поняла, что когда я вязала вверх белыми рядами, то я провязала не 2 ряда без изменения по 15 столбиков без накида, а 3 ряда. Поэтому эта часть такая широкая. Но я решила на второй игрушке, для второй игрушки, эту верхнюю часть тапков так и оставить широкой. Тоже красиво смотрится. А вот тапок первой лягушки, здесь провязаны 2 ряда белой пряжи, и она более узкая. Вяжем сумку. Берем плюшевую пряжу соответствующего цвета, основной крючок и набираем 12 воздушных петель. 1, 2, 12. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 10. В крайнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, туда же второй, туда же третий. Далее по второй стороне цепочки вяжем то же самое. Вяжем сначала 10 столбиков без накида. 1, 2, 10. И в крайнюю стеночку петли 12 воздушной петли провязываем 3 столбика без накида. 2, 3. Новый ряд можно отметить маркером. В этом ряду, это мы провязали первый ряд, итоговое количество петель у нас должно получиться 26. Следующий ряд второй, и в этом ряду вяжем так: 10 столбиков без накида. 1, 2, 10. Далее вяжем одну прибавку. Далее 1 столбик без накида и еще одну прибавку. И повторим эту комбинацию еще один раз. Вяжем 10 столбиков без накида, потом вяжем одну прибавку, вяжем 1 столбик без накида и еще одну прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, третий. Этот ряд вяжем за задние стеночки петель. Вяжем 30 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. Вяжем как обычно за обе стеночки петель. Вяжем в каждом ряду по 30 столбиков без накида. С 4 ряда по 6 включительно.
Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 7. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Далее вяжем одну прибавку. Такую комбинацию повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 36. Провязали, новый ряд отметили, следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 36 столбиков без накида. С 8 ряда по 10 ряд включительно. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 11. В этом ряду вяжем так: 5 столбиков без накида, 2, 5 плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 42. Провязали, следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 42 столбика без накида, 12 и 13 ряды. Провязали, на последнем столбике 13 ряда делаем переход цвета к дополнительному цвету. Отмечаем новый ряд и следующий ряд 14. Его вяжем без изменения, 42 столбика без накида вяжем дополнительным цветом. Провязали, следующий ряд 15, этот ряд последний, и в этом ряду вывяжем ручки сумки. Для начала провяжем 6 столбиков без накида. 1, 2 и 6 столбик, не довязываем его до конца, добавляем вторую нить для прочности ручек и далее будем вязать двойной нитью. Довязываем 6 столбик без накида, далее вяжем 15 воздушных петель. 1, 2, 15. По полотну вязания пропускаем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в 8 петлю вяжем, сначала не довязываем, сначала вяжем двойной нитью, потом нить разъединяем и довязываем этот столбик одной нитью. 1 столбик без накида по полотну вязания провязали. Еще нужно провязать 13 столбиков без накида, всего 14. И последний столбик, 14, не довяжем его до конца, добавим вторую нить для прочности ручки. И далее будем вязать двойной нитью. Итак, я уже присоединила вторую нить. Далее вяжем 15 воздушных петель. 1, 2, 15. По полотну вязания пропускаем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8 петлю вяжем, сначала не довязывая столбик без накида, далее подхватываем основную рабочую нить, довязываем этот столбик одной нитью. 1 столбик без накида провязали, и до конца ряда вяжем еще 7 столбиков без накида. Заканчиваем вязание соединительной петлей, рабочую нить протягиваем, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик, и этот хвостик прячем вовнутрь вязания. Все хвостики пряжи завязываем на узелочки, лишнее отрезаем, прячем вовнутрь вязания. Можно, как и я, фиксировать их еще горячим клеем. И сумочка полностью готова. Мои дорогие волшебницы и волшебники крючка, наша с вами лягушка Zizi Fan Fan полностью готова. За кадром я еще зафиксировала корону.
По желанию можно вышить реснички или приклеить. На первой лягушке я реснички вышивала, так как там совсем другие глазки. Я очень надеюсь, что у вас тоже все получилось. Кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов. Всем пока-пока!